Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. В июне к нам пришла теплая летняя погода, и я отправился в новое путешествие по восточной части Латвии, Латгалии, чтобы снова поизучать заброшенные хутора. Каждый из этих хуторов скрывает свою историю. В этот раз я нашел хутор, который забросили при загадочных обстоятельствах всего пару месяцев назад. В доме я обнаружил быт и много вещей из прошлого, технику, клад советских денег, Я нашел клад, смотрите. фотографии, документы и прочие советские артефакты. На кухне все стены покрылись копотью и сильно воняло гарью. Когда я увидел недоеденный обед на столе, тарелку с протухшей едой в печи и велосипед, стоявший прямо возле входа, то понял, тут случилось что-то жуткое, что заставило человека внезапно покинуть свой дом и бросить все свои вещи. Что ж, сегодня мы поизучаем быт прошлого и попробуем разобраться, что же все-таки случилось с жителем этого дома. Приятного просмотра! Небольшое деревенское кладбище. В общем, ребят, не был я в Латгалии уже целых 1,5 года. Безумно соскучился по вот этой красивой природе, по глухим местам и, конечно же, по заброшенным хуторам, где замерло время еще в далеком прошлом. Как так получилось, что я не был в Латгалии 1,5 года? Дело в том, что прошлым летом произошел инцидент в Польше с тюрьмой. Потом осенью я снимал «Металлург». Зимой и весной я снимал в Риге, появилось много заброшенных мест. Ну и вот, наконец-то, летом выбрался снова в Латгалию. Тут за вот этим лесом есть несколько хуторов. И судя по вот этой заросшей дороге, вероятно, они заброшенные. В общем, после перерыва будем наверстывать и постараюсь вам побольше деревенских интересностей заснять в этой поездке. Полевые цветы красивые. И там вон вдалеке уже виднеется первый хутор. Тут какая-то тропинка вот вытоптана. Может, это какой-то зверь пробегал. Тут трава практически в мой рост. Вот, ребят, первый хутор. И походу ему совсем плохо. Тут вообще какое-то рухнувшее деревянное строение. Баня, может, была.
Так, я надеюсь очень, что вот это не что-то борщевикообразное. А то страшно, блин. Мда. Этот дом уже давно без людей. Тем не менее, вот поля вокруг обхозяйствованные. Ладненько. Тут за лесом должно быть еще 2 дома. Вот уже показалась крыша следующего дома. Кукушка закуковала. Да, этот хутор тоже заброшенный. У сарая вообще уже крыша рухнула. Блин, тут все в крапиве. Еще один сарай. Гараж, наверное. Ой-ё, тут даже какие-то интересности есть. Смотрите, это рама от старого велика. Еще одна рама. Остаток матраса. Вот колеса велосипедные. Ой-ё, на таком уже не поездишь. Вон еще колеса. О, старая плита Вера. И рядом это саночки. Да, вот полозья. Ух, сколько здесь граблей. Сгнившая одежда. Ой-ё. А, ну она под открытым небом лежала. Кровать тоже вот сгнившая. Да, тут какой-то велосипедный мастер жил. Вот еще рама. Ой, дверь ни на чем уже не держится. Фух, еще один сарай. Смотрите, какой старинный сундук. Там вон бочка. Причем раньше, как я понимаю, в деревнях люди большую часть предметов быта делали сами.
своими руками. Тут резиновые сапоги лежат. Ой-ё, резина уже протухла. Вот, кстати, цепи велосипедная. А вон звенья висят. Еще колеса. Тут какой-то инструмент опять. А вот такую штуку я уже находил как-то раз. Если не ошибаюсь, это паяльная лампа. Коса. Здесь же две пилы, дружба. Вилы, лопата. Еще инструмент. Кстати, если не ошибаюсь, это ножницы для подстригания шерсти с овечек. Ладненько. Пойдемте заглянем в дом. Открыто. А, это не вход. Еще один велик. Что это за аппарат? Минск, ребята. Возможно, еще советский велосипед. Вот. Дверь открыта. И много паутины. Значит, никто давно не заходил. Извините, паучки. Есть кто? Фу. Тут, походу, был пожар. Стены и потолок. Все черное. И запах горелый. Уё. Вот печка. Кухонная утварь. Да, какое-то мрачное жилище. Абсолютно. Давайте посмотрим припасы. Водка. Срока не вижу. Так, сметана. Ну-ка. Ребят, до 26-го года годна. Охренеть. Значит, тут недавно жили? Вот это прикол, конечно. Блин. Тут, наверное, что-то подгорело. И как раз-таки из-за пожара дом бросили. Время замерло. Даже в холодильнике что-то осталось. Припасы, ребят. Это какая-то крупа. Срок годности до 23-го. Сделано в 22-м.
бутылки от водки. Это ящики от сигарет, наверное. А, нет, это ящики от этих, каких? От папирок. Тут еще ящик с припасами. Да, походу, люди в спешке уходили. Раз все оставлено. Одежда тоже. Посылка свежая. Срок годности написан до 27-го. Внутри лежат это моющие средства разные. Блин, я очень надеюсь, что обитатель этого дома сам не пострадал. Просто очень странно, что все вещи брошены. А вон там телевизор старенький. Называется Березка 216. Впервые такое вижу. Абова. Это радиоприемник. Вот он. Прям в коробке. Тостер. Вот прикольный зеленый кейс. Но он, походу, пустой. Инструмент. Здесь же еще часы. Еще какой-то прибор от радиотехники. МА-6102 магнитола. Удочка. Вот он, заброшенный деревенский быт. То, почему мы с вами скучали. Так, газета 19-го года. Еще часы. Распятие. Это еще какой-то радиоприемник, наверное. Причем на батарейках. Приемник Кварц 302. Советский. Вот цена 29 рублей. Фонарик. Маленькие часы Заря. А это какие-то детские часы. 4 камня написано. С будильником. Какой-то тут жил любитель не только велосипедов, но и часов. Что-то затикало. Ладно. Севаня. Похоже на шахматные часы. С этими кнопками сверху. Это просто дешевые фонарики. Какая-то старая книга. Библия, наверное. Да, на латышском языке.
А здесь на литовском языке молитвы. Здесь же в книге удостоверение к медали «Ветеран труда». Я такие уже как-то раз находил. Выдано Анне Яковне за долголетний добросовестный труд. Выдано в 1984 году. А где она трудилась, не указано. Костюмчик такой олдскульный, как говорится. Еще всякая одежда. Свитер. Штаны. Какие-то ноты. Ребят, это песня в честь праздника реки Айвексте. А вот стихотворение на латышском. Удочка рыболовная. Опа! Значки. Гражданская оборона. Это уже какие-то погоны. США. Что бы это могло значить? Просто советский значок. Какая-то брошка. Типа янтарная. Так, что тут за значок? Лаздукалнс 25. Я знаю, в советское время было очень много таких разных значков. Мой отец их тоже коллекционировал. Октябрята. Царевна-лягушка из сказки, которую поцелуешь, и она станет принцессой. Баран или козел со звездами. Женщина с кувшином. Это цирк. Почта СССР. Это, по всей видимости, чья-то коллекция значков. Значок в стиле почтовой марки, наверное. СССР. Не вижу, сколько лет. И Ленин здесь же. Спартакиада народов. СССР, 82 год. И вот еще медаль. Ветеран труда. Ребят, это та самая медаль, удостоверение которой я только что нашел. Здесь же колода карт. Ну-ка. Карты уже современные. Так, ребят, тут смотрите еще какие-то интересности. Тут под коробкой нашелся журнал «Рижская мода для детей» 89 года.
на латышском языке. Разные модные детские одежки конца 80-х. Ё-моё! Тут тоже что-то лежит. Ладно. Давайте все по порядку осматривать. Наилучший из курса самозащиты. Самооборона. Инструкция. Музыканты 89-го года. Это какая-то эротика. Еще эротика. Это какие-то пошлые анекдоты про блондинок. Календарь за 88-й. Какая-то самодельная грамота для пивовара Андреса. Тут на латышском стихотворение. Вот, например, стихотворение про свадьбу. Велосипеды. Руководство по эксплуатации. Завод имени Петровского. Подробная инструкция, как чинить и обслуживать велосипед. Издано в Харькове в 90-м году. Приглашение. Вот, приглашаем вас поучаствовать на выпускном вечере 8-классной школы в 86-м году. Раньше 8 классов было вроде бы как сейчас 9, если не ошибаюсь. Так, что у нас тут? Еще приглашение. Куда? На свадьбу и крещение ребенка. 95-й год. Вот так. Раньше мессенджеров и интернета не было, и мобильных телефонов. Люди писали друг другу вот такие приглашения. Как быстро все меняется. Опять эротика. Причем интересно, тут черно-белые фотки эротические. Советские, может. Хотя в советское время же ведь была цензура. Ласточка. 82-й. Карманный календарик. Красивый деревенский пейзаж. Зимний. Ребята, это советские конверты. Наверное, с письмами. Смотрите, в бумажку завернутая. А, это открытка. Вот. Анне и сыновьям. Не могу почерк разобрать. И год не написан. Нашел крутой артефакт. Билет денежно-вещевой лотереи 91-го года. Стоимость билета 30 копеек. Это, наверное, какая-то государственная лотерея была. По типу советской, где можно было выиграть автомобиль. Вот еще такие же билеты. Причем тут их много. Человек прям много билетов скупил, чтобы увеличить шансы
на выигрыш. А это какой-то другой билет. Он отличается. А, это синий. Это синий 28 мая лотерея. А вот этот желтенький, это 2 июля лотерея. Но это уже не советский билет. Вот, Министерство финансов Латвийской Республики. И герб Латвии уже здесь. Это после развала Союза. Ребят, напишите в комментариях, кто помнит, что это за такая гослотерея у нас была в начале 90-х годов. Куча билетов тут. Интересно, только он что-то выиграл по итогу или нет? И какие вообще там были призы? Вот еще билеты. Здесь уже Латвийская ССР. Это 90-й год, 28 декабря. Значит, в советское время лотерея тоже была. Просто после развала Союза она продолжилась. Журнал Лаукудзиева 83-го года. Деревенская жизнь. В переводе с латышского. Вот еще приглашение на свадьбу. Невеста Анита, жених Андрес. 87-й год. Капец, это, чтобы вы понимали, все эти интересности я только в этом одном трюмо нашел. И то я даже его до конца не досмотрел еще. Так. Тут у нас это все открытки. Вот, например, поздравляем с новым 87-м годом. Фотоальбом. Но пустой. Фотки, значит, забрали все-таки. Так, тут еще часы, будильник. Это что такое? Не знаю. Еще игральные карты. Особый. Коробка от зубного порошка. Ого! Клад, ребята! Я нашел клад, смотрите. Монетки. Советские копейки здесь. Пять копеек 75-го. 3 копейки 85-го. А вот есть 50 копеек. Так, это 20 копеек. Странно, 20 копеек по размеру меньше, чем 5. Как так? Но у них годы различаются. 5 61-го, а 20 87-го. 2 копейки. 15 копеек. Интересно, тут есть рублевые монеты? Или только все копейки? Какая-то маленькая монета. 1 копейка 88-го.
Интересно, что тогда можно было на 1 копейку купить? Так, вот какая-то большая монета. Снова 5 копеек. Короче, я тут рублевых монет не вижу. Каких-то купюр, походу, тоже не припрятано на дне. Наверное, это была чья-то заначка. Или от жены, или просто на черный денек. Классная находочка. Крем Росмея или Космея. Советский, похоже, тоже. Для любого типа кожи. Еще какой-то значок советский. И вот сантимы, наши прошлые латвийские деньги. 20 сантим и 2 сантима. Какие-то очень старые книги. Это все молитвенники. Да. И это, наверное, тоже. Причем на литовском языке тоже, по-моему. Дорогие зрители, вот что реально интересно, то что за историю канала я посетил, наверное, уже несколько десятков таких домов, и они все очень похожи по быту, но при этом в каждом доме находятся какие-то новые исторические артефакты, которые я до этого не встречал. То есть, например, вот такой телевизор «Березка» я нигде не видел до этого. Такие лотерейные билетики не видел, государственные. Вот, и каждый дом, он удивляет чем-то новым. Ладненько, давайте дальше изучать, что тут еще. Тут в мешке, я так понимаю, снова разные открытки, приглашения, какие-то записи. Вот еще поздравления с Новым годом. 91 год. Ребята, фотоальбом. Так, ну-ка. Не подписано. Вот фотки. Еще советские. Улдес. Привет от друга, от бывшего одноклассника и коллеги по работе. От Раймондса. 91 год. Это, наверное, срочник. Вот еще солдат. Погоны СА. Советская армия. Уё. Паук прополз. Так. Это какое-то празднование. Это... Здесь... Не знаю. Похороны, может быть. Да, смотрите, вот усопший лежит в гробу. Венки. И выкопали могилу. Это, наверное, групповая фото с похорон. Вот, усопшего уже закопали, и на могиле лежит куча венков.
Вот этот умерший человек лежит в гробу. Жуть. Так, ну это просто портретные фото для документов. Вот, наверное, школьники на фото и учительница. Еще одно фото с ними. Вот это, вероятно, советский выпускной бал. Сидят девушки с цветами в платьях. Рядом парни в костюмах. Да, вот они стоят. Возможно, окончание восьмилетки. Выпускной бал. Вот, учительница, наверное, по центру с цветами тоже стоит. Девушки-выпускницы. А это уже гулянка, наверное. Деревенская жизнь. Трактор ДТ-75. Гусеничный, если не ошибаюсь. Фотки. Да, вот этот трактор на гусеницах. Фотки из колхоза, скорее всего. А это какой-то процесс обучения. Опять чьи-то похороны. Вот умерший. Вроде мы его уже видели раньше. А это, вероятно, тогда поминки. Вот все стоят грустные, плачут, провожают умершего. А здесь вот его несут в гробу. И вот его фотография. Жуть, конечно. Так. Журнал какой-то. Трудовая книжка советская. Так, кем она работала? Вот, 57-й год. Работа в колхозе Лыдумс. Дальше записи 64-го года. Принято на работу как страдница. Ну, просто разнорабочая, наверное. 69-й год. Принято на работу как лаукстрадница. Полевая рабочая, если можно так сказать. Так, в 82-м она работала свиноводом, тоже, если можно так сказать. А в 85-м году ушла с работы, вышла на пенсию. Вот вся история трудовая. Членский билет. Анна. Вероятно, этой же женщины. Так, и здесь только один взнос в 84-м. И еще немножко разных фоток. Блин, так смотришь и понимаешь, вроде это было не так давно, а это была совсем другая реальность. Черно-белые фотки. Телефонов, интернета не было. Укоренитель черенков и саженцев. Советский тоже.
Это какое-то удобрение или наоборот средство, чтобы растения не росли. Ребята, тут целая пачка этих лотерейных билетов государственных. Значит, люди их регулярно покупали в надежде что-то выиграть. Не, ну выглядит так, как будто кто-то психанул и сразу взял билетов на всю зарплату. Какие-то карточки. Все одинаковые. Там вон еще 2 часов. Это часы Янтарь. Здесь же какие-то старенькие ручные часы. Называются Ассари. Интересно, что уже электронная. Коробка с янтарем, что ли? А, нет, это штуки для новуса. Тут у нас какие-то игрушки, наверное. Это кто вообще? Какие-то рабочие, может. А нет, ребят, с оружием. Это какие-то революционеры. Советская упаковка с мазью. Она там есть внутри. Так, вот эти фигурки. Давайте разглядим внимательнее. Напишите в комментариях, кто это. Но мне почему-то думается, что это какие-то революционеры. Смотрите, вот с ружьем. Вот еще один держит над головой обрез или что это? Это, хочется сказать, почетный караул на страже. В общем, ребят, напишите в комментариях, что это за статуэтки. Будет интересно узнать. Вот еще магнитная лента школьная. Но ее тут нет. Тоже магнитная лента для бытовой звукозаписи. А, вот она. Прямо в упаковке. На нее, наверное, раньше записывали звук. Музыку, например. Вот еще та же лента. Гарантии поставщика. Так, а здесь указания, как ей пользоваться. Да уж, ребята, ну и домик мне попался. Это, чтобы вы понимали, я только одно трюмо осмотрел. А тут еще вот целая комната всяких интересностей. Такс. Ну тут, наверное, не прямо везде такие интересности.
Это стоят пустые банки для припасов, видимо. Одежда, кожаные куртки. Тут тоже диван с кучей одежды. Ящик с бутылками от горячительных напитков. Утюг старенький. Очень прикольная корзина, я таких еще не встречал. Она сделана не из дерева, а из металлических прутиков. Наверняка это жители своими руками их делали. И надо признать, они получились очень симпатичными. Это тоже металлическая. Сапоги резиновые. Здесь же, смотрите, сразу две удочки. Раз и два. Значит, рыбалкой увлекались. Еще сапоги. Кассеты. Я в детстве еще немножко такие застал. Тут, наверное, музыка из 90-х. Джаз, рок. Какая-то латышская музыка 92-го года. Уитни Хьюстон. Даже не знаю такую певицу. Так. Это что? Разговорник. Русско-французский разговорник для школьников. Ребят, кассета с французским языком была. Тут под этими кассетами припрятали какой-то прибор. Маяк. Снял аккуратненько все вещи с него. Вот так он выглядит. Это интересная штука. Это не радиоприемник, не радиола. Здесь нету места для пластинок. Это именно проигрыватель вот этих магнитных лент, которые я нашел в трюмо. Маяк, модель 205. И вот тут заряжена латышская танцевальная музыка. Я такую штуку первый раз вижу. Так, возвращаем все аккуратненько на место. И посмотрим, что еще тут есть. Ух, посмотрите, какая крутая шуба. Меховая. Тут есть даже этикетка Латвия. На какой-то нашей фабрике, видимо, была сшита. Так, ну тут на кровати в основном одежда, тряпки. Вон лежат еще часы. О, под ними рога.
Сейчас. Вот. Интересно, это настоящие рога или искусственные? Но это не дерево, это какой-то другой костный материал, так сказать. Ой. Фух. Еще один телек LG. Пусто. Фотки нет или картины. Одежды тут столько, что целую семью большую можно одеть. Ну, хотя, может, тут и жило много людей. О, классная, теплая шапка-ушанка. Вот, ушки связаны сверху. Для зимы классная вещь. Ой-ё! Это что такое там? Какие-то цветы или травы засушенные, что ли? Причем целый пакет. Да, одежды тут в избытке. Еще ушаночка. Кстати, над окном висят такие штучки, как я находил в трюмо. Вон еще одна удочка. Прямо с катушкой. Да, ребят. Вот это, конечно, я удачно зашел. Так, это трюмо давайте оставим напоследок. Осмотрим вот этот угол. Снова одежда. Еще один телек. Так, это у нас телевизор Таурус. Литовский аппарат. Тетради пустые. Ракетка для настольного тенниса. Мешок снова с какими-то травами. А может, это материал для банных веников? Не знаю. Так. Это что? Еще один холодильник. Пустой. Или морозильник. И здесь же еще один запасной телевизор. Ого! Посмотрите, какая толстая паутина на окнах. Она прям густая, как вата. Вы когда-то такую видели? Капец.
Такс, ну что, вроде бы все осмотрели. Остается вот это трюмо. А как его открыть, интересно? Ой, фу! Тут какие-то орехи или что? И смотрите, жуки ползают. Жесть. Это моль, наверное. У моли обычно такая паутина белая. Пищевая моль. Интересная посуда. Ой, треснувшая. Это какие-то, не знаю, подсвечники или такой формы стаканчики. Зеленое стекло. Тут еще вот такой графинчик прикольный. Кружка глиняная. Здесь, похоже, блесны. Да. О, смотрите, какая. Возможно, даже самодельная. Но выглядит прям натурально. Я б на месте рыбы клюнул. Тут в корзинке ингалятор. Какие-то шарики. Вон таблетки. Даже вот какая-то, смотрите, ампула. Азимут 2. Что это? Линеечка и компас, что ли? Да, ребят. Смотрите, новенький советский компас. Охренеть. Причем я поворачиваюсь, он крутится. Не знаю, показывает ли он точно. А нет, что-то заглох. Ну, неудивительно, за 30 лет лежания он мог сбиться. Так, там, походу, лежит еще военный билет. Да. Вот это военный билет местного жителя, некого Улдыса. В 88 году был принят на службу в армию, наверное. Участвовал ли в боях? Не участвовал. Так, воинское звание, рядовой. Какие имеет ранения? Не имеет. Ну, это просто, наверное, был срочник. Вот это, наверное, военная часть, где он служил. Ее номер. Слесарь по ремонту автомобилей. Его должность. Медицинское освидетельствование. Вот стоит печать. Это, наверное, его проверили
по медкомиссии, что он подходит на службу в армию. Вот, 22 декабря 88-го. Признан годным к нестроевой службе. Вот стоит печать, что он был принят на учет 9 января 89 года, а служили же они 2 года. И печать, что он снят с учета, не стоит. Вероятно, потому что пока он служил, Союз уже развалился. Да, нигде печати о снятии нету. Есть печать только о том, что он принят на службу. Катушка для удочки. Рядом леска. Это что? Советская аптечка для ремонта шин велосипедов. Снова эти травы. О, это что-то интересное. Смотрите, какая красота. Это икона Богородицы, наверное, и маленький Иисус. И что-то написано на латинице, скорее всего. Ладно, дорогие зрители. Кстати, советская удочка, походу. Катушка старого типа. Ладно, в общем, довольно на сегодня находок. Еще этот ящик проверим. Опа! Какая-то новая одежда. Прям в упаковке. Ладно, в общем, довольно на сегодня находок. Уже вечереет. Фух, пора идти обратно. Только, знаете, я не пойму, что здесь случилось, потому что каких-то видимых следов пожара в доме нету. Ну, кроме вот этих обуглившихся стен на кухне и неприятного запаха. Тем не менее, вроде из вещей ничего не подгорело. Может быть, просто тогда человек умер или переехал куда-то. Знаете, ребят, что самое жуткое? Вот эта сметана, которую я заметил со сроком годности до 26-го, она там внутри есть. Вон она просто заплесневела. Рядом стоит баночка борща, недоеденная, тоже заплесневевшая. И пузырек от водки. То есть человек кушал борщик со сметаной, потом, возможно, что-то загорелось, и он выскочил из дома, все бросив. Ну так это выглядит. Жуть. Смотрите, тут в печи тоже стоит тарелка, сковородка. Он как будто бы тоже себе что-то готовил покушать. Еда таки осталась, и он исчез. И при этом в печи все нормально, то есть, может быть, это было не пожар. Значит, версия, то, что человек просто переехал, точно отменяется. Он бы не бросил тогда еду недоеденной и забрал бы
как минимум часть вещей. Значит, либо это пожар случился этой весной, ну, либо, я не знаю, он неожиданно скончался. Такое тоже может быть. Это получается, он даже свой велосипед бросил. Основной. В общем, ладно, дорогие зрители, вот такой я обнаружил сегодня дом с кучей разных интересностей. Вот. Не знаю, что там случилось с этим местным жителем, что он так, все бросив, все вещи, даже не доев еду, куда-то исчез. Вот. А местные воришки просто, видимо, еще не успели тут все растащить, потому что если дом заброшен только с этой весны, то прошло всего лишь пару месяцев. Да, грустная находка этот недоеденный суп на кухне. Возможно, этого человека уже и нет с нами, а смерть приходит неожиданно. В общем, да, забил я сейчас в интернете имя, фамилию этого человека, который здесь жил. И он умер. Причем интересно то, что умер он еще в 22-м году. А кто тогда здесь жил на этом хуторе в 26-м году, этой весной? И почему он тоже неожиданно исчез, даже не доев еду, так и останется загадкой, походу.
В общем, спасибо вам за внимание. Счастливо и до скорых встреч.